Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы находимся в Измаиле, базируемся в Измаиле. Это юг Украины и юг Одесской области. И мы вот выращиваем актинидии. И обещали, что мы обязательно расскажем, что мы будем обрезать, когда будем обрезать в июле месяце на актинидиях. Но для начала я хочу вам показать то, что мы обрезали в прошлом году и что мы получили. У нас веточка, да? Здесь уже есть урожай. Это польская, одна из польских. По сортам будет еще позже. Вот смотрите, как урожай сформирован. Вот у нас была веточка. И на этой я ее обрезала, прищипнула в прошлом году. И что мы получили? Мы получили вот такой пасынок, новый побежек. Вот. И на этом побежке, смотрите, успела созреть древесина. Вот эта лианочка. И тоже есть даже ягодки. Вот их 3 штучки. Вот. И на этой тоже веточке вот сформировались. Это, видимо, град был и ударил. Тоже сформировались ягодки. Видите, от этой основной ветки, вот которую мы постригли, образовались вот... Давай я вот так и подниму. Вот, смотрите, да, вот эта веточка, обрезка была, и пошли веточки. Вот они, веточки, на которых уже заложены были почечки, вот эти плодовые, ягодные. И вот таким образом, вот смотрите, какая прелесть, этому повезло больше этой веточки. Здесь ягодки более целые, видимо, просто под листиками были. Что сейчас обрезать и что нужно обрезать? Естественно, мы снова же готовим плодовые вот эти ягодные веточки для того, чтобы они давали нам урожай, закладывали урожай. Если мы оставим их просто так, естественно, ничего не получим. Вот смотрите, я весной показывала, мы обрезали уже веточку, да? Вот. И эта веточка, кстати, она уже не будет расти, она подсохла. Я ее сейчас не обрезаю, она не будет расти. Зато, смотрите, так, вот это нужно сухую веточку обрезать. О! Она, видите, не идет развитие. Не будем мы на нее тоже питательные вещества. Отток будет и на эту веточку, но толку здесь не будет. Зато здесь, смотрите, как хорошо. Вот. Она себе идет в сторону запада. И там вот и света ей хватает, и все нормально. Смотрите, вот тоже мы показывали, мы уже... Во, вредитель. Это, кстати, клоп-черепашка отложил яйца. Это мы срываем. Можно кусочек листика просто обрезать. Вот так он. Видите, сколько вредителей на всем. Вот так вот его. Значит, смотрите. Вот здесь у нас такая вот ситуация. Та же самая ситуация. Весной я обрезала вот эту веточку. И вот у нас формируется уже плодовая веточка. Здесь у нас... Почему вообще актинидия имеет особенность только нужно, когда сокодвижение идет? Особенность актинидии, ее нельзя обрезать ни в коем случае весной, ранней даже зимой. Ранней весной и зимой я не обрезаю. Обрезаю всегда вот летний период, начиная в июне уже первые вот эти вот обрезочки делала, а также вот сейчас в июле месяце. Причем сегодня у нас 7 июля, близнецы, убывающая луна. И сейчас все соки не идут в ветки. Сейчас вот соки остаются у корней. И вот смотрите, меня многие спрашивают, те, кто занимается актинидией. Кстати, актинидия все активнее и активнее у нас занимает место. Так, я сразу же, видите, отрезаю, что лишнее. Вот смотрите, он шланг. Тут видите? Целое семейство вот будущего, где будет урожай. Вот они здесь все собрались. И вот уже видно, тоже можно вот это срезать. Вот, и вот это в следующем году тоже будет вот так, как здесь. Будут ягодки везде сформированы. Вот, здесь у нас вот веточка с очень длинным побегом. Мы ее тоже срежем. Ну вот, как там примерно. Значит, смотрите. Я думаю, что вот так достаточно будет. О, мы ее срезали. Вот видно очень хорошо внутри пустота, видите? Вот она, пустота. Вот на зеленом фоне. Или на желтом, нет, на зеленом. Вот она очень хорошо видно. Вот такая особенность. И сейчас просто-напросто она засыхает, эта раночка, знак воздуха, новолуние. И никаких проблем нет. А если это растущая луна,
тоже, как тенидии, нельзя подходить с ножницами. А вот, кстати, вот эти веточки можно уже одревесневшие укоренять. Если есть желание, это мы уже можем сделать. Я оставлю для обрезки себе, буду укоренять уже в Деве. Это скоро будет уже после новолуния. Там вот будут дни, сейчас вот знак Близнецы, потом Рак, затем идет Лев и Дева. И можно будет укоренять. Я оставлю несколько для укоренения. Вот смотрите, в конечном итоге у нас сформированы ягодные веточки. Вот какая красота, семейство ягодных веточек. Здесь у нас тоже будет, мы уже говорили, здесь тоже будут ягодки. Причем на уровне, видите, нашего достижения, высота роста человека, здесь очень удобно будет собирать. Смотрите здесь дальше. Здесь такая же вот ситуация. Вот я ее даже привязала, эту веточку, потому что она мешает нам ходить здесь. Вот, смотрите, здесь у нас тоже плодовые. Я сейчас вот это некрасивое сухое уберу. Вот, здесь тоже будут ягодки. Видите, очень красиво, хорошо это видно. Вот, еще можно чуть-чуть. Вот под углом. Смотрите, здесь тоже у нас ягодная будет веточка. Мы ее обрезали. Если хотите видео, посмотрите. У нас тоже, видите, обрезали. Здесь у нас уже нету развития. И я ее обрезаю. Здесь вот хорошая веточка. А вот здесь, вот смотрите, что у нас произошло здесь. Здесь у нас, я думаю, что вот это нам не надо будет, вот эта веточка. Почему, видите, обрезаешь и потом оставляешь. И уже сейчас, в июле месяце, видно. Вот так вот. Видно, что у нас будет. Здесь пошла вот эта веточка. И вот тянется в высоту. Но это нижняя часть, даже подсыхает. Но зачем, чтобы она висела и забирала питательные вещества? Значит, я оставляю здесь, ну вот для ягод достаточно раз, два, три. Можно вот так вот. Вот, видите, что осталось? Это мы убираем. И получается, что будет созревать древесина, самое главное. Древесина созреет, вызреет, и заложатся вот эти ягодки, будет цветение шикарное, затем вот урожай будет. И в зиму хорошо пойдет растение, и на следующий год уже здесь у нас далеко не надо вверх подниматься, а здесь будут ягоды. И эти веточки служат несколько лет именно для ягод. И вот дальше та же самая ситуация, но здесь не буду обрезать, значит, нужно внимательно смотреть каждую веточку, она не будет расти, видите, уже подсохла, кончик не развивается, поэтому мы ее оставляем, и здесь тоже, видите, как красиво будет, тоже будут ягодки. А там, кстати, ягодки уже есть, видите, веточка в прошлом году оставалась, но здесь у нас активно идет рост, снова же, смотрите, лиана любит все время где-то ползти, двигаться, вот, и видите, снизу растет, вот, она здесь тоже была обрезана, ну, я ее оставлю вот так, о, тоже ее убираем, она не нужна вверх. И здесь, смотрите, тоже самая ситуация, я покажу еще парочку веток, и мы пойдем к другим. И вот здесь эта лиана, нужно обязательно будет наверх, видите, они все висят. Вот, не знают, куда им браться, куда им двигаться, поэтому мы будем сейчас на лестницу и будем их поднимать наверх, потому что это должен быть порядок. Вот, здесь у нас что? Здесь мы оставляем вот эту ветку, то же самое убираем, раз, два, три, четыре, до 5 я оставляю, вот так вот, убираем. Это потом мы берем. Видите, снова же, видите, где формируются ягодки. Видите, очень красиво. Вот. Здесь веточка. Вот она, шикарная красота. Вот таким образом. И теперь пойдем наверх. Я сейчас покажу. Вот смотрите, еще здесь, вот то, что внизу, вот все веточки, еще вот как раз солнца нету. Я оставляю, ну, на винограде обычно 2 почки оставляют. Я оставляю так, чуть-чуть больше. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5 листиков. Вот их оставляю. Это тоже не пойдет вверх. Она забирает питательные вещества. Видите, мы ее обрезали.
И теперь еще вот обрежу. Вот так вот. Оставляю где-то сантиметр за листиком. Вот. И обрезаю. Вот. То же самое вот здесь тоже еще. Видите, весенняя была обрезка. Вот. И здесь можно вот оставить вот. Раз, два, три. И оставлю вот так вот. О! Видите, здесь мы все обрезали. Практически еще не все. Но чтобы не занимать время, я сейчас вот еще эту ветку покажу и покажу, как нужно идти уже наверх, потому что там надо лиану обязательно вверх пускать. Если не будем пускать, она не любит это дело. Она любит вверх двигаться. Смотрите, какая здесь красота. Видите? То же самое в прошлом году я оставляла такие веточки, были маленькие. Вот. И здесь, кстати, сухая. Я ее уберу. И вот так вот, смотрите, то же самое. Здесь тоже будут ягодки. Ну вот, я здесь вот так вот обрежу. Вот видите, какая красота получилась. Мы здесь убрали все, что висючее было. Вот здесь еще, смотрите, тоже пример веточки, тоже ягодная. Но здесь она растет. Поэтому я здесь раз, два, три, вот так вот оставлю. Но каждая веточка и каждое растение имеет свою особенность. Нужно ощущать интуитивно, что где резать. Вот оно видно, видите? Так вот, лианочки здесь обрезаны. Ну, а теперь мы поднимемся вверх. Нужно обязательно показать то, что не режем, а что мы будем сейчас поднимать вверх, для того, чтобы действительно лиана сформировалась и вверху тоже потом урожай давала. У каждого растения своя особенность. Вот смотрите, у меня здесь лиана. Я ее не обрезала, ветер ее поломал. Смотрите, что она себе организовала. Вот смотрите, до верха идет, 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 идет. Сколько много побега. Вот верхушка у нее была заломана, поломалась. Вот. И лиана себе сразу же в стороны вот эти веточки новые образовала. И вот на них я сейчас тоже сделаю обрезку. И здесь будут на следующий год тоже ягодки. Что я делаю? Я здесь вот, так как лиана молодая, я ей даю меньше нагрузку. Вот так оставлю по 2 листика. Это основной, 2 листика. И сантиметр и обрезаю. Дальше то же самое здесь. Раз, два, даже 3 листика могу оставить чуть-чуть. Сантиметр и обрезала. Видите, как получается хорошо? Здесь тоже на уровне у нас лица будут ягодки. И то же самое здесь, сверху. Здесь достаточно у этого растения у нас лиан наверх. Рядышком идет еще одна лиана. Поэтому то же самое здесь. Вот. Здесь оставлю. Сколько у нас тут? 1, 2. А так, 2 оставлю. И сантиметр и обрезаю. Здесь тоже, смотрите, с этой стороны. Раз, два. Вот тут обрезаю. Вот. И вот еще 2 веточки остались. Мы их тоже самое также обрежем. Раз, два. Можно вот так оставить. Все зависит от длины вот этой веточки лианочки. Ну и здесь 1, 2, 3. Даже можно чуть больше. Это самая верхняя веточка. Вот здесь мы ее оставим на урожай. Смотрите, какая красота. Ну вот после обрезки вот этот куст. Смотрите, как красиво теперь. Лианы имеют куда забираться. Кто-то будет из них расти дальше в длину, они сами решают. Вот здесь тоже, там и ягоды уже есть на этой ветке, на этом побеге. Ну и продолжают вот тянуться, но уже тоже подсыхает конец. Растение чувствует, что нужно уже останавливать свое движение, свой рост и формировать свои побеги к зимовке. Нужно обязательно хорошо подготовиться к зимовке. После последних 2 зим они уже это знают. Приспосабливаются, перестраиваются. Ну, вот такой вид у нас у лианы актинидии. Нам нравится это растение тем, что особого ухода за ним, кроме вот этих обрезок, ну, под корень пока что еще мы при посадке ложили все, что нужно. Еще никаких подкормок не делали. Лианочка очень хорошая, только стрижем ее, формируем урожай. Особо не любит она никаких обработок. Вредители ее особо не жалуют.
Так что очень хорошо. И болезни, кстати, тоже. Так что мы радуемся тому, что вот у нас вот такое есть новое растение. И вместо винограда постепенно у нас виноград уйдет, и будут вот здесь лианы, актинидии и киви. Это родственники. Раиса Греченко, Александр Волик сегодня показали вам, как мы стрижем актинидии, как мы это делаем именно в июле. Должна быть убывающая луна поближе к новолунию, для того, чтобы растение легко перенесло вот эту агрооперацию и сформировали урожай на будущий год. Мы прощаемся с вами. До следующих встреч на нашем канале. Пока-пока.